вот и он, московского метро «Вагон». Чистейший такой курортный городочек. Чувак в костюме идет, плюс 40, он в костюме синий. Кто тебе сказал, что они опоздали? Поезд должен прийти в 46 минут. Я даю ему шанс. Если вы думали, что вы что-то знаете о хаосе, то вы не знаете о нем ничего, если вы не побывали на вокзале Барселоны. Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про культуру, путешествия и историю. Сегодня я решил, как завещал Дэвид Линч в рекламе головы ластика, сесть на диван в окружении игрушек. Hello. We're all very happy to be here tonight. This is Chucko, and this is Buster, and this is Pete. I'm David Lynch, and this is Bob, and this is Dan. Дятла Фуди у меня, к сожалению, нет, зато есть вот Ганнибал Лектор, например, кролик Ганнибал. Но сегодня не об этом, не о кролике Ганнибале. Сегодня видео несколько необычного формата. Я расскажу про путешествия на поездах, немножечко на самолетах по Европе. Расскажу некоторые, возможно, это называется лайфхаки. Расскажу, откуда, куда мы ехали, какими приложениями мы пользовались, где проще купить билеты, где сложнее купить билеты и вообще о том, как это все происходит, где как лучше ехать и где как лучше не ехать и в какое время лучше не ехать. Ну и вообще расскажу о точках перемещения, о вокзалах, о ремонтах на вокзалах, об опозданиях поездов и прочим. В общем, галопом по Европам, что называется. Погнали! Ну и начинаем наше путешествие мы из города Субботица. Это приграничный город на границе Сербии и Венгрии со стороны Сербии. В феврале 2026 года обещают запустить прямое сообщение между Будапештом и Белградом, поэтому этот путь будет гораздо быстрее. А в целом даже говорят, что будут продавать билеты от Белграда до Вены. И в пути там что-то 6 часов, по-моему, надо будет ехать. Мы ехали часов 12, наверное. Ну и вот, в общем-то, поехали. Начинаем путешествие из Субботицы. Из Субботицы до Сегеда. Это венгерский город. Ходит такой дизельный поезд. Вернее, там два вида есть. По-моему, они оба сделаны в России, насколько я читал в комментариях к своим роликам. Один это прям вот типичнейший поезд московского метро, а другой это такой дизельный товарничок или как. Ну, такая тоже электричка из 4 вагонов, в общем, довольно маленькая. Самое главное, что надо знать, если вы хотите поехать из Субботицы именно в Сегед, или там дальше в Европу через Сегед, а это прекрасный приграничный город, я про него сейчас как раз отдельно расскажу, то надо знать одну вещь. Не покупайте билеты онлайн. Во-первых, сербские железные дороги не продают их онлайн. Самый простой вариант – идете на вокзал в Субботице, там стоит будка, подходите к будке и платите там какие-то копейки вообще, там 3 доллара, 3 евро, ну что-то типа того. Ну вот у меня в руке телефон, давайте откроем приложение венгерских железных дорог. Оно называется МАВ, да, это там сокращение Маджар, что-то там, железные дороги, в общем, на венгерском языке. Открываем и давайте заодно посмотрим. Сейчас они его обновили, кстати, до этого прям была хтонь, это прям 90-е были, сейчас оно хотя бы выглядит нормально. И вот давайте посмотрим, значит, Субботица. Есть ли у вас тут Субботица? Есть. Да, Сегеда. Сколько стоит билет сейчас? На момент записи видео. Билет стоит... Так, Passenger Train. Очень странно, зачем мне... Почему-то он предлагает еще автобус до реки Тиса. Вообще непонятно. Хотя вот тут очевидно, что вот Субботица, вот Сегед. Зачем еще какой-то автобус куда-то там? Tickets not available. Так, окей. Все пошло не по плану. Так, давайте посмотрим, например, на 8 декабря. Next. Tickets not available. В общем, так что остается, ну, на момент записи видео остается вот один вариант: прийти в будку и купить там бумажный билет, который будет все равно дешевле. Ну что, поехали. На этот раз вагон московского метро повез нас галопом по Европам. Передаю слово нашему корреспонденту Анатолию. Анатолий? Вот и он, московского метро вагон. Ну что, сейчас этот прекрасный вагончик нас повезет в город Сегед, в Венгрию. Время в пути примерно час, ну, с границей 1:30, короче, 1,5 часа. От станции Балтийский вокзал до станции Строганова буквально. Ну что, погнали.
Так, ну что, вот он, город с другой стороны границы. Вот вокзал города Сегед. Ну и тут прямо сразу чувствуется, да, отличие Субботицы. Хоть и красивый, но очень-очень нуждающийся в ремонте. И Сегеда. Прям чувствуется, где есть деньги, а где денег нет. Ну, есть полчаса. Давайте прогуляемся немножко в сторону центра. Как я уже начал говорить возле вокзала, тут прямо чувствуется, что, ну как бы это ни звучало, что да, ты в Европе. Просто потому что вокруг чище, вокруг я видел уже кучу дворников. Ну и все аккуратно. Даже несмотря на то, что Венгрия, в принципе, в моем рейтинге аккуратности не стоит на первом месте. Но да, это прямо очень чувствуется небо и земля. И вот тут зацените, трамвайка старая. Прям как в Субботице и в Нови Саде. Старая трамвайка. Там тоже кафешка какая-то, кофейня. Но прикол в том, что ты выходишь с вокзала, и ты сразу видишь новые красивые трамваи, которые стоят около вокзала, напротив вокзала, и тебя готовы забрать сразу же. В трамвае все делают лучше, да? Даже маленький город они сделают лучше. А если этот город еще и чистый и убранный, то вдвойне хорошо. Так, я, по-моему, вот там проходил. Там есть потрясающий собор. Вот пойдемте туда. И даже несмотря на то, что тут есть истеганные стены, тут есть кривой асфальт, тут есть мусор, тут бомжи, не знаю, кстати, есть или нет. Ну, наверняка есть. Просто сейчас жарко, они спрятались по норам. Несмотря на все вот это, все равно ощущается, что город, ну, явно богаче. Я уж не говорю про Будапешт, да, там Будапешт-Белград сравнивать. Ну, если сравнивать два пограничных города, примерно одинакового размера, Сегед чуть побольше, то, опять же, небо и земля. И это при том, что, как мне рассказывают сами сербы, что в Венгрии тоже дичайшая коррупция. Ну, типа, у нас она повыше, но все в Венгрии тоже здоровая. Ну, вот при всем при этом я вижу чистый, я бы даже сказал, чистейший, как это называется, чистейший такой курортный городочек, не имеющий моря. Да, кстати, вот там река Тиса, вот там. Но до нее я не успею дойти, я просто перед поездом вышел немножечко пройтись и показать вообще, что здесь происходит. Как живут, чем дышат, с чем едят. Это вот собор центральный. По красоте с Градской кучей, конечно, в Субботице он не сравнится. Это никоим образом. Но это чисто для меня, наверное, не сравнится, потому что я люблю венгерский модерн. Ар-нуво, вот это вот вензелеобразное пряничное. Но все равно он безмерно крутой, конечно. Ну и вот здесь у нас пройдемся немножечко подарочкой. Здесь у нас разные деятели. Я титром напишу обязательно, почему они здесь и что это за деятели, но мне вот сейчас, как туристу, кажется, что это какие-то местные венгерские почетные или не очень почетные жители. Ну, вот этого товарища знают все. Я еще в детстве был большим его фанатом. Продавались аудиокассетки с классической музыкой. И продавались они на станции ЖД Строганова. Я почему ее вспоминаю все время, эту станцию? Чуть ли не в каждом ролике какое-то сравнение нахожу. Потому что я там детство провел. Вот. Там продавались в поселке Сиверский. Соврал. Не в самом Строганово, а Сиверский рядом. В музыкальном магазине аудиокассетки. С классической музыкой в том числе. Я там вот листа, я помню, взял. Был приятно поражен. Вообще, он, конечно же, был рок-звездой своего времени. Если почитать историю Ференца Листа. Здесь вот сцена какая-то. Причем мы были в прошлом году, эта сцена здесь была. Я так понимаю, что она либо на лето ставится, либо все время здесь находится. И там вон какая красота, посмотрите. Это же вообще прямо что-то с чем-то. Ну, телефон такое, конечно, не возьмет, но, надеюсь, более-менее видно. Еще меня все время прикалывает в Европе, что у каждой страны везде висят свои флаги. Мы шутили с моим другом, что
Это потому что страны маленькие, ты вот едешь галопом по Европам, да, что называется, и чтобы ты понимал, где ты находишься, ты такой выглядываешь в окно, ага, венгерский флаг, значит, я в Венгрии. Так, жарище адское. Сейчас двигаемся в сторону Австрии, потом в сторону Испании. В Испании обещаются ракет. Я чувствую, что я просто помру там. Хотя, не знаю, я от Сорокет в Нови Саде и Субботице более-менее ничего ощущается. А Сорокет в Петербурге — это смерть. Вот не знаю, как будет в Мадриде. Посмотрим. Ну, видите, оно все в мелочах. Благоустройство, да? Мусор нигде не валяется. Здания, ну, почти все не затеганные. Я 2 видел каких-то старых зданий, скорее всего, это все отреставрируют. Ну, как-то ощущается аккуратность. Она по мелочам собирается. Есть мелочи неаккуратные, есть мелочи аккуратные. И ты их на весы как бы кладешь, да? 2 чаши весов. И складывается общее мнение. Общее мнение аккуратное. Сейчас сходили, попили кофе в кафе. Как я был рад, что в кафе не курят, что в кафе наливают, блин, огромную круженцию кофе. Как вот в России мы привыкли ведрами пить. Вот тут также налили нам ведро этого кофе. Сербы же пьют черный кофе маленькими такими, как итальянцы. А тут прям, ох, тебе как херакнули этого кофе. В общем, я был рад наконец-то оказаться в том месте, где можно не задумываться о том, курят в кафе или нет. Вот, в общем, чуть-чуть показал, чуть-чуть рассказал. Все, побежал я на поезд. Едем дальше галопом по Европам. А вон там, по-моему, Наташа идет. Если мое -3 меня не обманывает. Нет, это мужик какой-то. Ладно. Забыл вот что сказать, что еще отличается запах. Отличается запах одного города от другого. В том плане, что, наверное, Сербия, она ярче пахнет. И не в хорошем смысле, ну, то есть во всех смыслах. Они много курят, из-за этого они много душатся одеколоном и не чувствуют, что они помылись в духах, да. Духи надо чуть-чуть на себя пшикать, а они прям моются у них. А здесь как будто бы меньше курят и машины поновее, поэтому и пахнет лучше. Вот такие вот наблюдения. Туристы, которые первый раз приезжают в Венгрию, первый день ходят и снимают все вывески, потому что вообще непонятно, что написано. Все такое волшебное и сказочное. Ну вот этот наш, я надеюсь, да? О, нормальный поезд. А в прошлый раз мы вот на таком ехали. Вообще как короли сейчас. Ну, дальше грузимся в поезд до Будапешта и, собственно, едем по полям да по лугам, наслаждаемся видами вокруг. Наслаждаться названиями станции при незнании венгерского языка довольно тяжело, потому что даже произнести это невозможно с первого взгляда. Но мои друзья здесь сербы, которые живут в Субботице, они объясняли, вот это вот такое слово, это такое, что тут непонятно. Мы в школе учили, очень все просто. Вот, ну, у нас это вызывает некий смех и недоумение, как вообще это можно произнести. На самом деле там названия довольно простые. Маленькая церковь, например, станция и так далее. Маленький дом. Поезда ходят разные. В прошлом году мы ехали на таком, знаете, прямо вот... Плацкарта в нем не хватало. Такой дизельный товарняк, значит, и вот за ним вагоны вот эти старые ехали. В этот раз нам
Не знаю, повезло, не повезло. Я даже не понял, где это указано в приложении, вот в том же самом. Что там за тип поезда? Может быть, в новом приложении они это указывают более очевидно. Ну, там еще и на венгерском языке, там вообще ничего не понятно. В общем, в этот раз мы ехали на таком хорошем, прикольном скоростном поезде. По поводу опозданий я еще хотел сказать, что в Сербии плюс-минус все ходит по расписанию. То есть ты сел в автобус, у тебя автобус в час отправляется, ты садишься в него, без 15 тебя в него запускают стабильно, максимум без 10. Ты садишься, и ровно в час автобус отъезжает. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, и тем хуже с этим будут обстоять дела. Уже там ближе к Испании вообще начнется трэш. Я вам расскажу. Вот здесь опоздание было, но какое-то минимальное. На видеокадрах вы увидите, там минуты 3, наверное. Приехали мы в Будапешт в жуткую жару, было плюс 40, и это отпечаталось на нашем следующем переезде уже из Будапешта до Вены. Казалось бы, да, Вена, финансовый центр, ну там Германия финансовый центр, ну финансово развитая страна, все красиво, мусора нет на улицах, поезда должны быть обалденные, а вот фигушки. Дальше я расскажу почему. Все, пошли. Плюс 37. Здравствуй, Будапешт. Мы в прошлый раз приезжали с тобой, мы заезжали внутрь вокзала. Сейчас что-то в какой-то... И очень узкие перроны. Это прям не перрон, а кишкун-халаш какой-то. Так, ну надо посмотреть карту. Можешь посмотреть карту? Мы в Нью-Йорке, что ли? Здесь бухашечные улицы все идут. Одно за другим. Ну, это, по-моему, мы были с Женей, по-моему, здесь. Знакомое местечко. Да у тебя все места здесь. Ой, здесь были мы с Женей. Здесь с Женей мы то, здесь с Женей мы сё. Так. Ревность слышу я. Чувак в костюме идет. Плюс 40, он в костюме синий. Ему вообще нормально, судя по всему. Без головного убора. Все переходят здесь, реально. Перехода нет, но все переходят. Пойдем. Кто-то бегает плюс 40 в черной одежде. По солнечной стороне. И это вот дизайн-код Венгрии, Будапешта. Налепить всего подряд. Транспорт Будапешта – это отдельная достопримечательность, и разобраться в нем проще, чем кажется. Первое, что вам нужно скачать – приложение Будапешт Go. Это ваш лучший друг. Здесь можно построить маршрут, купить билет. Забудьте про поиск мелочи у автоматов. Просто покупаете билет в приложении и сканируете QR-код при входе в транспорт. Он будет или снаружи возле двери, или возле кабины водителя. В метро QR возле турникетов. Кстати, о метро. Обязательно прокатитесь по желтой ветке М1. Это самое старое метро на континентальной Европе. Вагончики там словно игрушечные. А если хотите панорамный вид на Дунай, садитесь на трамвай номер 2. Важный нюанс. Контролеры здесь очень суровые и любят ловить туристов. Если у вас бумажный билет, обязательно прокомпостируйте его сразу при входе. В Будапеште с этим строго. Не пикнули билет или не сделали дырку на нем, готовьтесь к штрафу. И вот самое интересное, я везде по северу Сербии, во всяком случае, да, от Белграда и выше я ездил, везде ловит сеть мобильная. Сейчас так вообще 5G покрытие, да. Удивительным образом, как только ты въезжаешь в Евросоюз, сеть перестает ловить вообще в принципе. То есть она где-то на станциях ловит, а между станциями иногда просто ее нету. То есть она бывает там 3G какой-то есть, а бывает, что вообще нету. Ты как будто в туннеле едешь там 20 минут, и просто тишина.
Никакой связи. Для меня это прям удивительно. Вам что, вышки не поставить? Или как это вообще работает? Почему здесь это есть, а там этого нет? Вы вроде как более развитыми считаетесь, нет? Короче, какая-то странная штука для меня абсолютно непонятная. И почему не ловит сеть? И она нигде не ловит. Она не только в Венгрии не ловила, она в Австрии, по-моему, еще хуже ловит. А в Испании я вообще молчу. Там можно полчаса ехать без сети. И нормально. Удивительное рядом, что называется. Наша рубрика «Удивительное рядом». Ну и дальше мы погрузились вот как раз в страшнючий поезд, от которого я обалдел. Самое главное, я покупал билет на этот поезд через это же приложение MAF. Наверное, я совершил фатальную ошибку, и надо было покупать через приложение австрийских железных дорог. Оно называется, сейчас скажу, у меня, наверное, его даже нету. Да, у меня его нету, я титриком дам, как оно называется. Возможно, там поезда были бы лучше. Возможно, это венгры мстят австрийцам за годы оккупации во время Австро-Венгрии. Я не знаю. Но, в общем, кроме как Газенвагеном, этот кошмар, этот поезд назвать было нельзя. Температура плюс 40, я напомню. Поезд состоит из нескольких вагонов. Впереди вот этот вот дизельный тягач, или как он называется, товарняк. Дальше идут вот эти вот старые вагоны, такие, знаете, как «Убийство в Восточном экспрессе» фильм. Вот они вот такие, только некрасивые. Но смысл вы поняли. Потом я уже обнаружил, что сзади были два вагона, где работал кондиционер. В наших вагонах форточки открывались только в начале и в конце вагона. Вот эти вот, знаете, форточки, которые не вот так открываешь, чтобы тебя продувало нормально, а вот эти форточки, которые открываются на 30 градусов, и воздух куда-то туда вверх дует, раскаленный, естественно, потому что в вагоне все раскалено. И все. И ты сидишь в этой парилке, весь мокрый с ног до головы, в нем сидят дети, в нем сидят старики. Я вообще не знаю, как они доехали без сердечных приступов. Может быть, они какие-то и были сердечные приступы. И я не представляю, что если бы такой вагон пустили у нас там между Питером и Москвой, например, какой бы поднялся хай. Как бы вынесли мозг РЖД, как бы РЖД потом извинялась, сколько бы газет об этом написали, сколько бы репортажей об этом сняли. Это была бы рабочая схема. Здесь всем плевать. Ну, то есть я еду как мешок с картошкой, брошенный в угол в жару, без окон, без дверей, и мне типа нормально, я даже жаловаться не буду. В общем, минут через 30 этого томления в кастрюле, значит, да, они, как, видимо, холодец из нас делали. Мы с Наташей ушли в соседние вагоны, которые были сзади, где был кондиционер, и где, кстати, работал туалет один. Я нашел на весь состав, вот этот вот, там, вагонов 8, наверное, было, один рабочий туалет в последнем вагоне. Плюс 40 вот такое пускать, это либо это норма, тогда я сомневаюсь вообще в умственных способностях людей, которые этим всем руководят. Либо это какой-то нонсенс, на который никто не обратил внимания, кроме недовольных русских, конечно же. То есть нас. У нее щеночек. Это цыгане какие-то местные. Здравствуйте. Здравствуй, Вена. Итого мы ехали 12 часов. А вот в этой парилке вообще ехать невозможно. Козлы. Копию какую-то паленую подсунули. Что, пойдем искать, куда нам идти? Венский транспорт работает идеально, как и все в Австрии. Ну, кроме разве что вот этого поезда странного. Система единая. Метро, трамваи и автобусы. Для оплаты и навигации скачайте приложение Vane Mobile. Надеюсь, я правильно его произнес. Но если вы приехали как активный турист, советую присмотреться к Vena City Card. Она не только дает безлимитный проезд на 24, 48 или 72 часа, но и приличные скидки в музее и даже кафе. В метро Вены нет турникетов. Здесь все на доверии, но не
не расслабляйтесь, проверки бывают часто, и штрафы очень высокие. Если у вас обычный билет, прокомпостируйте его в синем ящичке перед спуском на платформу. И лайфхак, почти весь исторический центр можно объехать на трамваях по кольцу Ринг, разглядывая дворцы прямо из окна. Есть еще очень интересный лайфхак, ну, как лайфхак. О нем очень многие, о нем знают миллионы людей, но я расскажу, потому что, например, вот Миша, с которым мы гуляли по Таррагоне, и к которому мы ехали тоже в том числе, он не знал о том, что, оказывается, можно прилететь в Словакию, но в Австрию. О чем я говорю? То есть аэропорт Вены, он такой огромный хаб. В Братиславе аэропорт совсем маленький. Туда бывают и поезда, хотел сказать, самолеты подороже. А в Вене находится такой хаб здоровый. И это очень удобно. Прилетаешь в аэропорт Вены, например, откуда ты там летишь из Европы. И, надеюсь, когда-нибудь санкции снимут и из России. Прилетаешь, а тебе надо в Словакию, например, в Братиславу. Ты можешь не искать билеты до Братиславы на агрегаторах, ты ищешь билеты до Австрии, до Вены. Летишь до Вены, там подъезжает автобус, который за полчаса всего лишь довозит тебя до Братиславы. Расстояние там, если вы откроете карту, да, если вы не в курсе вдруг, там расстояние буквально вот тили-тили, да, проспект Просвещения и Купчино буквально вот. И к чему я это? Мы хотели съездить к дочке в гости в Братиславу, и там два пути от Вены до Братиславы. Это либо сесть на поезд, который стоит чуть-чуть подороже, либо сесть на обычный Flixbus, или там их вообще миллион этих автобусов, и за час, точно так же, как поезд, доехать до Братиславы. Причем в нашем случае мы доехали именно до того места, которое нам было нужно, то есть от поезда нам нужно было бы еще идти. А тут мы прям на автобусе, вот эти Мливы, Нивы, в общем, я не помню. В ролике про Братиславу это есть, мы как раз ровненько приехали. И как раз ехали через аэропорт, автобус остановился минут на 15, все с самолета вышли, и мы поехали дальше. То есть люди даже не запариваются летать до Братиславы, им гораздо удобнее домой лететь через Вену. Такие вот расстояния смешные. И вот тут стоит еще о чем сказать. В ролике про Белград, про Югославию, про Савский Венец, сидя на вокзале в Белграде, я в конце ролика сказал, что как удивительно, что у них нету камер хранения. И мне в комментариях написали, что это нормально для Европы, потому что это делается из безопасности, да, чтобы никакой террорист там ничего не пронес. Зато рамок типа нету. И тут вот удивительная вещь. Опять, я не понимаю логики. То есть ее здесь нету, поэтому я ее не понимаю. На вокзалах реально ни в Белграде, ни в Будапеште этого не было, ни в Вене на вокзале я этого не видел. Не было камер хранения. Но на автовокзалах камеры хранения будут 99%. И здесь было то же самое. Мы с Сашей сходили в камеру хранения, положили ее чемодан без каких-либо проблем. Я не понимаю, на вокзале это безопасность, а на автовокзале это что? Ну, то есть вы либо везде закроете, либо везде откроете, это очень странно. Ну и во-вторых, исходя из того, что на обычных вокзалах, ЖД-вокзалах нельзя оставить чемодан, существуют по городу зоны, специальные ячейки, где ты можешь за денежку, точно так же, как на вокзале у нас в России, вот там отдельное такое, там какое-нибудь помещение, здание, квартира, не знаю, офис, где ты можешь отдельно оставить свой чемодан за денежку. Ну а пока мы переключаемся к нашему корреспонденту Анатолию на автовокзал Братиславы. Анатолий. Быстрый деловой хомяк пытается сдать багаж. Бодрый деловой хомяк возвращается. Очень добрая Таня мне подсказала, что это все снаружи. Чё, где? Снаружи. Это ведь так логично. Везде есть указатели, которые помогают нам найти это снаружи. Вы заценили робота? Здесь, в смысле? Роботы захватили мир. Робот тебе сделает кофе, если хочешь. В Вене вообще довольно удобно добираться до аэропорта. Там существует отдельный скоростной поезд из центра города без остановок, насколько я помню. Прям фигачит до аэропорта. Существует просто экспресс-поезд, который раз в полчаса ездит в аэропорт. Мы на нем, по-моему, уехали, да. У нас лоукостер, он был очень рано, и мы на первом поезде въехали
как на лодочке влетели в аэропорт и совершенно спокойно сели и полетели в Испанию. В Испании довольно удобно, в аэропорту прям находится метро. Оно довольно все типичное в Мадриде, довольно одинаковое, грязноватое. Ну, там оно не носит функцию музея, да, там оно просто вот есть, чтобы доставлять людей по огромному городу Мадрид. Но тут стоит сказать, что метро Мадрида, конечно, тоже поразительная вещь в том плане, что я нигде не видел столько дефибрилляторов в своей жизни. Там дефибрилляторы на каждом углу, и я так понимаю, что жители Мадрида, они умеют ими пользоваться, да, если человеку стало плохо, там сердечный приступ, ты подбегаешь и... Вот, я не умею, я такого никогда не видел, чтобы где-то у кого-то был там приступ сердечный, где требовался дефибриллятор, но, возможно, да, это спасет жизнь, чем ждать скорую помощь, пока она там спустится, пока она там по этим бесконечным мадридским подземным коридорам пройдет, да и не только в Мадриде, в Барселоне тоже там можно, полчаса идти под землей на переходе, там отдельный город. Мне кажется, Люк Бессон свою подземку должен был там снимать, это вот реально подземный город. Это из таких плюсов. Из минусов это невозможность купить нормально билет с первого раза, если ты не живешь в Мадриде и не знаешь, как это работает. Метро там почему-то называется метробус, хотя мне казалось, что бус это типа автобус. Ну, окей, метробус, там надо куда-то тыкнуть. Короче, я натыкал, купил все не то. Это было в ролике про Мадрид. Посмотрите, если не смотрели. Ну, я кусочек вставлю моих негодований и сюда, в общем. Вот транспортная карточка. 10 евро, сука, стоила. Так, вставляем. Значит, подождите. А как мне выбрать английский язык? Вот, и вот с этим я столкнулся. Вот что мне взять? 9 эст, это что? А 10 метробус, 10 виахас, черная, желтая. Кто делал дизайн? Так, хорошо. Син билеты. Давайте попробуем вынуть карточку. Грасис, да, пожалуйста, всегда рад. Давайте, переключайтесь. Ну, дизайн вы уже оценили, да? Ну, хорошо, английский. Вставляем карточку. О, reading your card, отлично, английский язык. Дальше что? Метробус, 10 поездок. Метробус, короче, я долго не мог понять, что это за хрень такая. Это просто метро. Поезд метро называется, метробус. Ну, кстати, мы потратили 14 евро, купили не тот билет. Здесь есть кнопочка. Если вы купили не тот билет, можно нажать на эту кнопочку и вызовется сотрудник. Нам пришел сотрудник и вернул нам эти деньги на карту и купил нам... Да-да-да. И купил нам билет сам, показал, куда тыкать. Если бы не он, я бы хрена лысого здесь разобрался. Мадридское метро – одно из самых больших в мире. Настоящее подземное государство. Чтобы им пользоваться, вам сначала нужно купить в автомате красную пластиковую карту Tarjeha Multi. Сама карта стоит 10 евро, и она пополняемая. Вы можете закинуть на нее сразу 10 поездок. Это называется метробус. Не путайте, как я, метробус. И выходит значительно дешевле, чем покупать разовые билеты. Кстати, одной такой картой могут пользоваться сразу несколько человек, просто передавая ее друг другу на турникете. В автобусах Мадрида оплатить проезд наличными сложно, а крупными купюрами вообще невозможно. Так что эта красная карта спасет вас и там. И помните, что для обычных прогулок вам хватит зоны А. Не переплачивайте за дальние тарифы. Ну и из Мадрида мы
поехали в Барселону. Вернее, мы жили в Жироне, поэтому мы поехали из Мадрида в Барселону, и потом еще пересадочку сделали и доехали до Жироны. Можно было доехать, кстати, и прямым поездом, но вот тут хочется поговорить про ценообразование поездов в Испании, потому что это удивительная вещь. В Сербии, в России РЖД, в Сербии Сербиавоз, в Венгрии, я не знаю, как называется, я это не произнесу, в Австрии. У тебя цена на билет, ты покупаешь билет, ты знаешь, сколько он будет стоить. Он стоил столько в пятницу, он будет стоить столько в понедельник и в среду. В Испании все не так. Там билет на один и тот же поезд в разные дни может стоить с разницей 80 евро, вообще свободно. Мне кажется, что и с разницей во все 100 может стоить. Поэтому пришлось сделать так, потому что билет прямой до Жироны на том же самом поезде стоил дороже, чем если бы я взял 2 билета от Мадрида до Барселоны и на тот же самый поезд от Барселоны до Жироны. Дороже на 40 евро. Вот такие вот, удивительные истории нашего городка. Для меня это довольно странно, да, к самолетам мы уже привыкли, что самолеты стоят по-разному, и приходится ловить там какие-то акции или ехать как тебе надо лететь. Но с поездами я такое никогда не видел, вот Испания для меня это было открытие, конечно. В Барселоне система похожа на мадридскую, но со своими особенностями, с плюсами и минусами. Главный лайфхак для туриста – билет T-Casual. Он дает право на 10 поездок на метро, автобусах и трамваях. Это самый выгодный вариант. И важно, в отличие от Мадрида, этот билет почему-то индивидуальный. По одной карточке пройти вдвоем паровозиком не получится. Весь туристический центр и главные достопримечательности, включая Саграда Фамилия, пляжи, находятся в зоне 1. Билеты можно купить в автоматах на любой станции метро. Они, в отличие от мадридских, интуитивно понятные. И будьте внимательны в метро. Барселона славится не только архитектурой Гауди, но и карманниками. Так что держите сумки при себе. На скоростные поезда билеты лучше покупать сильно заранее. Цена ко дню поездки может прилично подскочить. Местные же, кто ездит именно на пригородных электричках, вообще чаще всего ничего не покупают. Если вдруг пойдет кондуктор, билет можно купить прямо у него. А если не пойдет, проехать зайцем. Такая вот маньяна. Вот там стоит аппарат, в котором ты берешь талончик, твой номер высвечивается, и ты подходишь в кассу, покупаешь билет. Хотя можно купить и здесь. Но лучше, конечно, воспользоваться приложением, как мне кажется, чем вот это вот все. Для меня до сих пор загадка, я здесь уже 4-й день, почему они не могут продавать билеты, просто вот штамповать их. Почему нужно брать талончик и стоять вот в очереди вот сюда. Не, это как бы не то чтобы возмущение, но я реально этого не понимаю. То есть ты подходишь, покупаешь билет, уходишь. Что еще надо? Но нет. Опоздание в Испании – это отдельная вещь. То есть поезд может прийти раньше на 10 минут, может прийти позже на полчаса, это совершенная норма. Об этом нам рассказала как раз Лена, сейчас мы на нее переключимся. Моя подруга, мы гуляли по Жироне, ролик из Жироны тоже есть на канале, посмотрите, если не смотрели. И мы приезжали в Испанию в прошлом году, приезжали в этом году, и там бесконечный ремонт на вокзалах. Вокзал Аточа в Мадриде, он как по-моему, стоял, так и стоит в этих лесах. Вокзал в Барселоне, вот как я с ним простился в прошлый раз, вот так он и стоит до сих пор. Я отдельно тоже снял про эти ремонты, про потрясающие туалеты и прочее. Кстати, туалеты там реально крутые, но надо их еще найти. Это вот вокзал Барселоны. Если вы думали, что вы что-то знаете о хаосе, то вы не знаете о нем ничего, если вы не побывали на вокзале Барселоны. По сути, это просто огромное квадратное здание. Да? Что может пойти не так? А примерно все. Здесь совершенно непонятные указатели. Причем они меняются местами, там, не знаю, каждые 2 часа, наверное. Как, знаете, в фильмах ужасов перестраивается комната. Здесь постоянный ремонт. Вот видите, да? Туалет налево, вот на этом указателе. Туалет налево. А на самом деле он направо. Это один из примеров. Куча турникетов, куча рамок. Куда идти, непонятно. Какие-то электрички пригородные, какие-то не пригородные. В общем, хотите попасть в хаос, да? Это здесь. Это просто логово воинов хаоса из Вархаммера. Я уже микрофон снял, но вот все для людей, видите, стоят удобные скамейки, на которых можно посидеть.
Это просто, короче, я не знаю, я такого вокзала в жизни не видел. Это похоже не на вокзал, а просто на какой-то притон. Испанская версия Полака. В общем, стоим мы, ждем наш поезд, до него 4 минуты, его еще не подали. Вот он, Фигейрос. Лена, расскажи, пожалуйста. А что ты Это Лена, хочешь? кстати. Там две платформы, 14 и 13. Привет, ребят. Они обе заняты. Куда его подавать-то? А почему они опоздали? Кто тебе сказал, что они опоздали? Поезд должен прийти в 46 минут. Я даю ему шанс. Пока еще 43. нас 3 минуты осталось. Пока еще 43, да. Расскажи, Вот что смотри, это за версия? одна платформа освободилась, сейчас подадут на 14. Что Всё это за будет версия хорошо. такая Полаку? Типа не обязательно подавать вовремя? Ну, не обязательно. Бывалые местные говорят, что раньше было еще хуже. Сейчас, если задерживаются, то в минутных каких-то интервалах, не в часовых. Мне уже, честно говоря, нервно начинает становиться. А вообще есть такая тема, что есть Ренфе, это государственная испанская сеть железных дорог. Есть Рудалиес, это каталонская сеть железных дорог. А, вот это И если что-то происходит, они друг на друга говорят. Ну, это они виноваты. Очень Это удобно. все испанцы, да? Это все. А каталонцы говорят, вот если бы мы были независимые, у нас бы все лучше работало. А так все из-за Мадрида. Не, ну это удобно, да, удобно. Не, я такого вот никогда не видел, чтобы поезд вот так прямо. Ну, хотите, пойдем вниз на платформу, чтобы нам было спокойнее. Пойдем. А то Мне вдруг- будет точно спокойнее. Вдруг его просто не нарисовали в табло. Так, Лена. Не, я помню, Но я тебе такого уже ничего не рассказывал, я видела. на камеру не рассказывал. Мы ехали с Наташей в аэропорт, и поезд пришел раньше на 20 минут. Это просто вы что-то не поняли в расписании. Ну, конечно, да. А один поезд вообще проехал нашу станцию, куда-то в Таррагону уписал, по-моему. Тут у вас банька. Да, вот почему не хочется стоять и ждать на платформе, потому что здесь нет аэрокондиционирования. Подали, давай посмотрим. Подали? Давай посмотрим. Это он? 14, видишь? 14. 14, да. Где 14? Пойдем искать. Это 14. 13-е. Она туда. Почему здесь так жарко? Кондеев нету. Причем мы приехали, когда к вам, там было прохладно внизу. Нормально выходишь, нормально все. Здесь какой-то ад. Я не знаю, может, в Барселоне считается, что платформы — это не места комфортного пребывания, и незачем здесь комфортно пребывать. Приехали, уходите. Пришли, уходите, уезжайте. Ну там ремонт просто, может, поэтому. Причем ремонт был в прошлом году, как я помню. Ну, про этот вокзал Не, я в еще Барселоне расскажу и в отдельно. метро, и на вокзалах кондеев нет. Ну, в вагонах есть метро. В вагонах, да. Метро- А ты тоже разные. Вокзалы и привокзальные территории принадлежат компании Адиф, Так. а вагоны принадлежат Рудалиес, допустим, в данном случае. Ага, и они заботятся. А эти не Да, заботятся. а эти, ну, как бы, они друг с другом, как бы, не обязаны никому. Прибытие Вот он. поезда. Син-сервисио, без обслуживания. Обслуживание чего? Смотри, Почему он такой? Он скоростной. это MD, медиадистанция, да, он быстрее идет, чем режим. Все, пойдемте. Займем сейчас местечко на 4. Пойдемте прямо сюда. Тут есть розеточки, есть столики. дороже стоило, да? MD, да. Да? Мы уезжали, Но они было быстрее 17 идут двоих. и более комфортно считают. Propera parada, Говорят по-каталански. Barcelona, Passeig de Gràcia. Говорят по-каталонски. Correspondència Потом повторяют по-испански. А, Потом да. повторяют по-английски. Так что línies. грех жаловаться. У нас был случай, здесь в прошлом году была система, ее недавно совсем отменили, к сожалению, с проездными на электричке, которые ты покупаешь на 4 месяца за 20 евро. И ты ездишь по выбранной ветке между двумя станциями, неограниченное количество поездок. Минимум их должно быть 16. Каждая поездка туда и обратно, это считается каждая поездка. Если ты выполнил все эти Требования? условия, да, тебе деньги возвращают. И вот мы покупали эти проездные в кассе, то есть за наличные.
И потом, когда мы выполнили все условия, все, мы хорошие зайчики, пришли в кассу, сказали, ну, давайте денежки нам, возвращайте. Они говорят, ой, какая-то ошибка тут вылезла, тут что-то не вернуть вам. Сходите на другую станцию. Это было в Фигеросе. Я пришла в Жироне, там, говорит дяденька тоже, ой, какая-то ошибка. Ну, говорит, ну ничего, вот пишите, вот вам документ, пишите заявку, чтобы вам вернули эти деньги. Так. Забрал эти проездные, забрал эту бумажку, ничего взамен не дал, сказал, ждите письмо. Даже Никакого подтверждения, ничего не дал. Месяц прошел, 2 прошло, 3 прошло. Пошел 4-й. Ну, я уже начала думать, ну, я, наверное, лох. Наверное, надо мне это быть понастойчивее и как-то это спросить. А то меня так и не вернут, а там в течение года только можно их вернуть. А я потом пропущу, мне скажут, а что, вы раньше не говорили? Я написала им письмо, что вот, пришла на станцию, меня все забрали, ничего не отдали. У меня остались только чеки от этих проездов. Вот вам чеки, фотка прислала. Не ответили даже в течение недели, что так, давайте-ка, пожалуйста, так, поподробнее, там что-то уточнили. Говорят, ну у вас не сохранилось, ничего не сохранилось. Так, ну хорошо, чеки есть, ладно. Мне там мужчина из Мадрида, из Ренфе перезвонил несколько раз, уточнял. И вот в один момент он позвонил и сказал, ну все, я решил вопрос, идите на станцию в Жироне, скажите им, ну там, покажите документы, имя, фамилию, вам деньги эти выплатят. Господи, спасибо тебе большое, мил человек. И действительно. А должно было произойти просто, ну, типа, автоматически всегда. Да. Вы явно не одни такие. Да. И я пришла на станцию, да, Елена, да, вот ваши деньги, все, пожалуйста. Я довольно ушла. Через месяца 3 приходят письма из Барселоны. Мы рассмотрели ваше заявление, которое принял у меня на станции в Жироне, и вы можете прийти и получить ваши деньги. Ну, я не стала. Второй раз. Я не стала второй раз Сколько? получать. 7 месяцев, что ли, получается? Что это было? Да, то есть все это заняло в итоге 7 месяцев, и я подумала, ну вот что вот я нервная. Вот весь Мадрид на уши подняла, все в Жироне на станции подняла. Вот письма, ну они пришли бы все равно, ну вот что. И везде рамки. Вот эти вот рамки, которые я терпеть не могу, которые никакого смысла, конечно же, эти рамки в себе особо-то не несут, кроме собирания огромной толпы перед ними. Это, конечно, очень безопасно. Прямо пахнуло родиной. И везде полиция, охрана и рамки. Вот Испания прям братушки в этом плане. И не ловит сеть. Конечно же, не ловит сеть. Зачем нам сеть в поезде? Сеть есть у нас дома, да? Рыболовная, видимо. Какого черта нету интернета между станциями? Даже видео с крабом не посмотреть. Его украли, не знаю, нет интернета. В Венгрии та же фигня. В Венгрии та же фигня была и в Австрии. Вот так вот. Что, заработало видео с крабом? Да, вот видео заработало крабом, краб еще не пришел. Телефон Вот же герметичные пакеты, айфончики. Так, где краб? И что в Питере, что в Туапсе, вообще, наверное, везде, где есть катание на сапах, Вон он идет. есть параллельный бизнес. А все. Водолазы достают эти утопленные телефоны за некоторые деньги. Вот это и достали за 8000 рублей. Но мы посмотреть не можем, потому что испанский интернет. А подруга у меня утопила в Питере айфончик. Во-во, пополз. Но ее не нашли. Не нашли. Но за деньги не нашли. За деньги не нашли. Ништяк, Какой? краб. Смотри, какие. Какие люди вот там? Камыши, блин. Что это люди? Я Ты как что, людей не видел? Камыши. Это ругос. Дефибриллятор. Да, дефибрилляторы. Почему-то в Мадриде они в метро на каждой станции, а здесь я не видел в метро дефибрилляторы. Не обращала А внимания. в Жироне вот я вот вижу, да. В Барселоне не видел. Видел, да? Ну, в Мадриде реально на каждой станции там, дефибриллятор туда. И почему-то в Барселоне приняты бумажные вот эти вот билеты, которые надо там
засовывать в эти аппараты, которые тебе открывают, значит, эти ворота. Билеты все время застревают. И, естественно, наша карма. У Наташи билеты застряли. Все уже ушли, Наташа стоит с мужиком, ковыряется, пытается достать эти билеты. В общем, странная система. Почему нельзя как в Мадриде сделать? Просто приложил, ушел. Непонятно. И в метро такое же, и на поездах это все одинаковое. Вот это вот старое, какая-то вот... У меня какие-то флешбеки из Советского Союза, да, из 90-х, когда ты должен был прокомпостировать этот билет, который там везде застревает. Ну, одно дело прокомпостировать, а другое дело, что ты его засовываешь, и он у тебя должен пролететь через этот вот аппарат, вылезти с другой стороны, уже пропечатан. И вот на этом моменте что-то пошло не так. Поразительный кал, конечно, здесь. Люди стоят и не могут выйти, потому что ни хрена не работают. Оно съедает билеты, оно не дает тебе пройти. Отдельно мы решили съездить на море на автобусе в Лорет-дель-Мар, надеюсь, я правильно произнес. Опять же, маньяна, да, испанская версия полако сербского. Но почему-то при сербском полако у них все нормально по расписанию ходит. Маньяна — это такая вещь, которая... Ну, мы поедем, вы не переживайте, когда-нибудь мы поедем. В общем, автобус, как всегда, выехал, как и поезда, выехал с опозданием. Я думал, что в Сербии там вводят автомобили и автобусы не шибко по правилам, но тут я вообще охренел, когда автобус с набитыми людьми, да, который едет в курортную зону, 2 раза мы чуть не впилились в автомобили. 1 раз в грузовой автомобиль, да, вот этот огромный грузовик, трак. Нет, просто нет. По сторонам посмотреть? Нет, мы просто будем ехать в грузовик. И когда уже оставалось вот столько до грузовика, он затормозил и начал бибикать почему-то, хотя он выезжал сбоку как бы. Грузовик ехал по трассе, этот сбоку в него. Удивительно рядом, я, конечно, обалдеваю. Ну, ни о каком соблюдении расписания, конечно же, говорить не стоит. Плюс-минус 15 минут свободно. Есть русскоязычные в чате. Что такое предположение? Я предполагаю. Ну, они постарались. Если вы будете в Жироне, кстати, то запомните, что такси онлайн вам вызвать не удастся. Придется звонить в местную службу такси и говорить на испанском языке, которого, естественно, мы не знаем, поэтому я пытался вызвать его через, по-моему, Bolt. То ли Bolt, то ли Uber. В общем, что-то из этого. Я приложу скрины. Нам назначили машину на 5 утра, я пытался вызвать, да, потому что у нас лоукостер, который был в 6 утра улетал. Я пытался вызвать, нам назначили машину, что-то меня тут кольнуло, что что-то здесь не то, слишком все гладко идет. Я вызвал еще через GetTransfer машину, сказали, все, ожидайте, машина приедет. Ну и на всякий пожарный у Лены мы спросили, во сколько отходит первый автобус, она нам сказала расписание, и мы поняли, что, в общем-то, первый автобус как раз приходит в аэродром Жироны, к первому лоукостеру, поэтому я уже не особо парясь, лег спать. И что же вы думаете? Конечно же, такси отменили за 10 минут до отправления. То есть в 5 утра я должен был где-то, очевидно, выходить на улицу и бегать в панике искать машину. И такси, и GetTransfer отменили. Сказали, ой, а у нас нет водителей. То есть вчера у них водители были, а вот без 10:05 у них водителей уже нет. Так что имейте в виду, там ходит нормальный автобус. Ну как нормальный? Он тоже поехал не по расписанию. Сейчас будет отдельное включение с автовокзала, с 5-утреннего. Там тоже все пошло не по плану и очень непонятно. Значит так, на наших кремлевских 3:38. Автобус до аэропорта первый отходит в 4 часа. Это автовокзал. И здесь тоже можно войти на автовокзал. Автобус 4. Давайте посмотрим, со скольки работает автовокзал. С 5, ну тут сейчас не видно, я надеюсь, что оно будет видно на монтаже, с 5:15. Теперь, внимание, вопрос на такие. Как уехать с закрытого автовокзала в 4 часа? А вот там приедет автобус, но никакого объявления об этом, конечно же, нет. Если бы не охранник, мы бы так и ходили кругами. Вот так вот. В Сербию мы возвращались через Загреб. Так гораздо быстрее, удобнее и, что самое главное, дешевле, сильно дешевле.
От Загребского аэропорта ходит шаттл, автобус очень просторный, удобный, платный. И тут я вспомнил Белградский аэропорт в Сербии, где весь транспорт бесплатный, ты просто выходишь и едешь. Тут пришлось заплатить. Не помню сколько, 10 евро, по-моему. Загреб на нас не произвел особого впечатления. Очень маленький город. Видно, что город когда-то был не главным, а сейчас это отдельная страна, и это как бы столица, но я не очень понял этот город, он очень маленький, да, и мы там были 2 дня, и за полдня все обошли, и 1,5 дня просто сидели по кафешкам, потому что еще и дождь пошел. Зато по Загребу ходят прекрасные синие огромные трамваи, на которых можно доехать до любой точки города. Но важно помнить, что билет надо покупать у машиниста, или как он называется, вагоновожатый, у вагоновожатого, и обязательно его компостировать. Там такие вот, сейчас я покажу. Там такие вот тоненькие бумажечки, которые нужно компостировать. Как видите, стоит он 80 евроцентов. Как видите, он не прокомпостирован, потому что мы об этом не знали. В общем, мы, получается, зайцами проехали. Но мы заплатили, да, 80 евроцентов за каждый. Это все, что вам нужно знать о загребском транспорте. Транспорт классный. Автовокзал не очень старый, югославский, грязный, вонючий, ужасно вонючий вокзал. И, конечно же, никакого по расписанию. Выехали мы в Белград с опозданием на 10 минут. Ну, в общем, мы потом нагнали на границе, потому что автобус быстро пропустили, и он проехал. Но в целом это было, конечно, тоже, я уже такой, понятно. Ну и, наконец, Белградский зоопарк. Ну и, наконец, Белградский автовокзал, Белградский Нови Белград станция. Все прекрасно, по расписанию. И самое, что приятное, едешь на поезде, сидишь рядом с машинистом, а у него дверь открыта в вагон, и он с кем-то общается, поезд видя, ему там кофе приносят. Я надеюсь, вам будет полезна эта информация, вот такое вот видео необычного формата. Со мной сегодня Ганнибал Лектор, здесь лежала кошка, вы ее не видели. Вот она. Да. Вот она. Тоже моя соведущая. Она мне как этот суфлер в театре подсказывала, что говорить. В общем, всем до свидания. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вы богатый Буратино, можете подписаться на Бусти, но это совершенно не обязательно. Хотя там выходят дополнительные ролики и более расширенные версии видео. Всем пока. Свидимся. Да? Свидимся.